Глава 226. Снова купаясь в лучах славы. Новости поступали следующие несколько дней. Когда адский огонь пал, демонические солдаты бездны ослабли, а армия громового государства уничтожила их всех, словно непреодолимая сила. Теперь в эти новости верили все. Уничтожив адского огня демона, которого не смогли победить даже 3 маркиза, этот юноша из центрального государства совершил настоящее чудо. Никто не мог объяснить, как это случилось, однако Чутянь это сделал. Чутянь стал знаменитостью, его имя узнало все громовое государство, для десятков миллионов граждан он стал спасителем. Постепенно об изобретениях Чутяня стали писать в газетах громового государства, они вошли в каждый дом и стали объектами поклонения. Теперь о Чутяне и торговом чуде знали несколько десятков миллионов человек. В стране Южного Лета появился невероятный гений. Чутянь сказал маркизу Золотой Стрелы: громовое государство в безопасности, однако проблемы еще не решены. Аура бездны загрязнила землю, и ближайшие 100 лет пользоваться ей будет сложно. Маркиз Золотой Стрелы вздохнул. Это мы изменить не можем. Я знаю 2 способа, все зависит от того, какой способ выберет маркиз Золотой Стрелы. Ты можешь очистить загрязненный регион. Говори же, скорее. Главной причиной были последствия, от которых у маркиза Золотой Стрелы болела голова. Громовое государство, загрязненное аурой бездны, не могло развивать культуру и медицину, а жизнь на этих землях обещала быть тяжелой. Демонические звери, живущие в загрязненных землях слишком долго, легко могли мутировать и стать более жестокими. Кто мог знать, что Чутянь может справиться и с этим? В пути к громовому государству Чутянь все приготовил. Он передал маркизу Золотой Стрелы 2 свитка, на которых подробно были изложены решения. Первый способ — очистка, требующая нескольких материалов. Громовое государство может очистить загрязненный регион, восстанавливая множество фермерских земель. Второй способ заключается в том, чтобы не очищать загрязненный регион. Я оставлю вам несколько особых культивационных техник для материалов, которые можно выращивать лишь в регионах с загрязненной аурой. Это делает их очень драгоценными. Если в громовом государстве удастся их выращивать, вы превратите мусор в сокровища, а зону бедствия — в источник колоссальной прибыли. Хорошо. 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 Взволнованный маркиз Золотой Стрелы снова поклонился Чутяню. У тебя действительно непревзойденные способности. Почему бы тебе не остаться в громовом государстве и не стать мэром громового города? Мэром столицы. Я признателен маркизу за добрую волю, но не могу принять это предложение, отказался Чутянь. Моя миссия подошла к концу, и мне пора возвращаться в центральное государство. Не мог бы маркиз как можно скорее отправить отчет в имперский город? Воистину, центральное государство, обладающее этим божественным талантом, благословение для страны Южного Лета. Принесите из сокровищницы 200 миллионов золотых монет и отдайте их господину. Громовому государству предстоит восстанавливаться после Великой катастрофы, и я надеюсь, что господин не сочтет вознаграждение слишком скупым, бегло произнес маркиз Золотой Стрелы. Он позвал вице-генерала. В отчете для имперского города я обязательно сообщу безмольному правителю о твоих великих достоинствах. 200 миллионов золотом были значительной суммой, но заслуги требовали куда больше награды. Бизнес в громовом государстве развивался не очень хорошо. Они пережили серьезную катастрофу, их ожидали крупные траты. 200 миллионов золотом были для них пределом. Маркиз Божественного Ветра, маркиз Золотой Стрелы и маркиз Запада покинул громовое государство, чтобы отчитаться перед имперским городом. Кавалерию центрального государства маркиз Божественного Ветра оставил на Чутяня, чтобы тот вернул их в центральное государство. Не задерживаясь в громовом государстве, Чутянь сел на корабль и направился в центральное государство. Господин Чутянь, прямо перед нами воды банды огромной акулы. Не знаю, что они подумают, увидев, что мы так быстро вернулись. Вперед, вперед! Юнья спросила у него: ты уверен? Чутянь был полон уверенности, никаких проблем не будет. Когда военный корабль медленно заплыл в тихие воды озера 4 государств, банда огромной акулы сразу же его заметила. На поверхности озера поднялась огромная черная черепаха, на спине которой сидели 2, крупный бородач и высокий мужчина средних лет. Оба были экспертами истинной души. Это были 5-й старейшина Юй и 4-й старейшина Юй. Поведение банды огромной акулы сделало поворот на 180 градусов. Увидев, что военный корабль приближается, они с почтением поклонились. Мы долго ждали вас. Ну и каков результат? Прошелся по палубе Чутянь, сложив руки на груди. Что думает лидер банды? После долгих раздумий мастер решил принять предложение господина Чутяня. Скромно, даже с трепетом ответил 5-й старейшина Юй. Он знал, как Чутянь помог громовому государству, и понимал, что человек, стоящий перед ним, способен на все. Просим господина Чутяня вместе с нами посетить наш остров.
Чутянь спокойно спросил: «А солдаты?» «Просим солдат центрального государства вместе с нами посетить наш остров». Четвертый старейшина Юй прекрасно понимал ситуацию. Банда огромной акулы сильно зависела от этого юноши, поэтому его поведение претерпело серьезные изменения. Банда огромной приглашает всех на грандиозный банкет, всех охватили невероятные чувства. Несколько дней назад, когда маркиз Божественного Ветра взял пятого старейшину Юя в плен, он был полон высокомерия, однако теперь стал совсем другим. Четвертый старейшина Юй был несравнимо упрямым, однако и он изменился, и причиной перемен в коварных пиратах стал даже не маркиз Божественного Ветра. Причиной им был Чутянь со своим предложением. Для озера четырех государств банда огромной акулы была бедой, но если эти пираты, став жителями страны Южного Лета, станут работать ради ее процветания, это будет серьезной заслугой. Лидер банды — мудрый человек. Мы отправимся с вами, Чутянь не счёл предложение странным, вперед. Прежде чем вернуться домой, мы отведаем с бандой огромной акулы свежие морепродукты. Да здравствует. Солдаты центрального государства сыпали ликованиями. Из 1000 кавалеристов центрального государства выжило всего 300. Это ясно показывало опасность миссии. Выживший явно получит повышение и уважение. И все это благодаря Чутяню. Если бы Чутянь не победил адского огня, даже если бы им удалось вернуться в центральное государство, они вернулись бы проигравшими. Их бы покрали, а не вознаградили. Как они могли не благодарить Чутяня, военный корабль, сопровождаемый несколькими огромными черепахами, медленно направился к архипелагу огромной акулы, где их уже ждали несколько тысяч членов банды огромной акулы. Приблизившись, солдаты центрального государства увидели всевозможные блюда из крабов, креветок и моллюсков. Им оказали очень теплый прием. Вдоль дороги, ведущей к горе, выстроились в 2 ряда больше 1000 лучших бойцов банды огромной акулы. Куда бы ни шел Чутянь, члены банды ему кланялись. Его приветствовали все. Со дня создания банды никто не получал от них такого почета. Чутянь и его товарищи скрылись в пещере. 5 лидеров банды усадили Чутяня и его товарищей на почетное место. Лидер Юй лично поднес бутылку вина и хрипло произнес: «Это вино — знак уважения к солдатам центрального государства. Твои достижения в громовом государстве — неоспоримая заслуга». Другие лидеры тоже подняли бокалы. Их взгляды, особенно направленные на Чутяня, были полны уважения. Наньгун Юнь и остальные нашли это странным. Эти люди знают, что случилось в громовом государстве. Новости не могли дойти до них так быстро, третий старейшина Юй был толстяком. Встав, он сложил ладони. От молодого мастера мы ничего не будем скрывать. Когда вы уплыли, банда огромной акулы отправила нескольких братьев, чтобы те собирали информацию, так что мы знаем обо всем, что произошло в громовом государстве. Узнав новости, банда огромной акулы поразилась. Целью центрального государства был пугающий демон из другого мира. Никто не мог поверить, что демона, которого не смогли победить 3 маркиза, одолел Чутянь. Никаких сомнений. За свои заслуги Чутянь получит от имперского города весомую награду и поднимется по социальной лестнице. Тот факт, что Чутянь знал, как снять проклятие, которое терзало банду огромной акулы на протяжении 20 лет, позволял им наконец обрести свободу. Чтобы узнать о торговом чуде, банда огромной акулы тоже отправила людей. И они узнали, что торговое чудо — быстро развивающаяся крупная компания, работать с которой было бы очень перспективно. Лидер Юй больше не колебался, второй возможности ему уже не представится, и если он упустит ее, им уже ничто не поможет. Чутянь засмеялся: «Вы сделали правильный выбор. Чтобы доказать искренность торгового чуда, я кое-что преподнесу. Ин, попроси кого-нибудь, пусть несут». Через несколько минут в пещеру принесли несколько больших сундуков. Мэн Ин махнула рукой: «Открывайте». Когда сундуки открылись, взглядом бандитам предстало множество сияющих золотых монет. Банда огромной акулы, никогда прежде не видевшая таких денег, была поражена. 100 миллионов золотых монет. Чутянь продолжал производить впечатление богача. Это аванс для братьев из банды огромной акулы. Держась меня, Чутяня, вы сможете заработать еще больше. Высокопоставленные члены банды огромной акулы взволновались. Этот юноша действительно был богом изобилия. Не моргнув глазом, он отдал 100 миллионов. Для 4 великих семей это было небольшой суммой. Для пиратов, которые лишь грабили, это было сокровище, упавшее с неба. Чутянь был не только сильным и талантливым, но и богатым и справедливым. Важнее всего, что он мог снять с банды огромной акулы проклятие, подарив свободу 100 000 человек. Банда огромной акулы не могла придумать даже одну причину для отказа. Глава 227. Возвращение в центральное государство. Босс Юй спросил: «С чего начнется наше сотрудничество, когда торговое чудо и банда огромной акулы станут соратниками?»
Признав силу торгового чуда, банда решила с ними объединиться, однако кое-что им до сих пор было непонятно. Им нужно было спросить, иначе как они могли успокоиться, если торговое чудо призовет банду на поле сражения, как босс Юй будет оправдываться? Банда не заскучала, питаясь рыбой в течение 20 лет. Ушел от ответа Чутянь, оглядывая блюдо на столе. Если блюдо было не из рыб, то оно было из креветок, а вин почти не было. Думаю, пора это поменять. Как они могли не заскучать? Банда жила в центре озера 4 государств, здесь не было ничего, кроме морепродуктов. Даже соль иногда было трудно найти. Ин, принеси оставшиеся консервы. Мэн-Ин принесла несколько консервов с едой и вручила их высокопоставленным членам банды. С любопытством открыв консервы, они обнаружили мясо демонических зверей. Это их потрясло. Чутянь с улыбкой произнес: «Это уникальные консервы торгового чуда, приятного аппетита». Так и не услышав ответ на вопрос, 5 лидеров в глубине души засомневались, однако не смели возразить Чутяню. Попробовав консервы, члены банды Огромной Акулы тут же поразились, не находилось слов, которые могли бы описать вкус консервов. К тому же, мясо демонических зверей, приправленное травами, не только восстанавливало энергию культиватора, но и могла со временем поднять культивационный уровень. Отменная штука, определенно отменная штука. «Должно быть, теперь вы поняли», — размеренно произнес Чутянь. «Торговое чудо — компания, а компания должна зарабатывать деньги. Эти консервы — лишь один из товаров торгового чуда. Думаю, вы отлично понимаете, каким спросом на рынке они пользуются. У нас есть технологические силы, но нет транспортных и рекламных каналов. Озеро 4 государств соединяет 4 разных государства, так что способности торгового чуда и влияние банды Огромной Акулы ведет лишь к беспроигрышному сценарию». Все сразу же успокоились. Торговое чудо продолжит инвестировать в банду, чтобы вы расширяли масштабы. Чутянь описывал банде красивую картинку. Освободившись от оков, вы сможете создать в каждом государстве по огромному флоту и порту. Разрастаясь, банда Огромной Акулы будет усиливать влияние торгового чуда, что будет приносить нам деньги, которые мы потом будем вкладывать в банду. Это так просто. Взволнованные члены банды Огромной Акулы сжали кулаки. Кому не хотелось повысить позиции? Они создавали банду лишь для того, чтобы повысить позиции. С финансовой поддержкой торгового чуда банда, и без того обладающая славой и силой, сможет создать огромный флот, набрать новых членов и, набрав сил, стать могущественнейшей силой страны Южного Лета. Вы все еще сомневаетесь? Нет, мы согласны сотрудничать с торговым чудом. Босс Юй даже не сомневался. Единственное, что меня заботит, так это проклятие членов банды. С ним нам будет сложно расширяться. Интересно, как скоро мы сможем вернуться к обычной жизни? Не спешите, не спешите. Чутянь понял, к чему ведет босс Юй. Встав, он сказал: «Сначала отведите меня к руинам, чтобы я на них взглянул». Сначала 5 братьев Юй были небольшой командой наемников. Найдя во время экспедиции карту сокровищ, они добрались до озера 4 государств, где и нашли искомое сокровище. Больше 1000 наемников рады были получить силу сокровища, но никто не знал об ужасном проклятии, которое заперло их в озере 4 государств, навсегда лишив их возможности вернуться на сушу. Через 25 лет братья основали банду Огромной Акулы. Набирая силы, они достигли отметки в 100 000 человек. Хоть в стране Южного Лета они и были силой 1 класса, однако оставались разбойниками, не смея стать профессионалами. Заинтересовавшись руинами, Чутянь решил взглянуть на них лично. Босс Юй немедленно отвел Чутяня к руинам. Это погребенное сокровище руин. В глубине озера находилась пещера, в центре которой высился древний дворец. Войдя, Чутянь и остальные увидели полы, стены и колонны, сделанные из необычного синего кристалла, который был гладким и прозрачным, как лед. На стенах так много культивационных методов. Войдя, девушки увидели на ледяных стенах плотные строчки рун и сопровождающих символов. Стало ясно, что это древние культивационные техники. Подошел босс Юй, опирающийся на трость из рыбьей кости. Это культивационные техники, оставленные древней морской росой, которые не могут культивировать обычные люди. Хоть мы и можем их культивировать, однако язык слишком сложный. В руинах больше 80 техник, но мы расшифровали лишь 8. Неудивительно, что банда Огромной Акулы смогла создать команду. Эти культивационные техники были хорошим наследием. О культивационных техниках морской расы Чутянь знал немного, но подметил, что некоторые техники неплохи. Это не так уж и сложно. Сделайте копии и отправьте их в центральное государство. Там найдется человек, который сможет расшифровать их для вас. Сердце босса Юя дрогнуло. Если они смогут расшифровать эти техники, мощь банды резко увеличится. В главном зале не было ничего ценного, потому что 5 братьев опустошили его 20 лет назад. В центре зала располагался невероятно огромный алтарь морской расы, источавший загадочную силу.
Алтарь окружал древний шестиугольный колодец. Когда они подошли к древнему колодцу, оттуда хлынула древняя сила, насыщенная энергией. Это источник силы банды огромной акулы, сказал босс Юй, указав на колодец. Всякий раз, когда мы приносим жертву, в древнем колодце появляется странная вода. Сила, полученная бандой, связана с питьем этой странной воды. Несколько минут Чутянь осматривал колодец со всех сторон. Колодец связан с трупами могущественнейших членов морской расы, а вода в колодце содержит в себе мощь их костного мозга. Силу она увеличивает быстро, однако разбавляет человеческую кровь. Это и породило проклятие «костный мозг». Чутянь подумал о позвоночной кости древнего бога из башни испытания. Возможно, из нее тоже можно извлечь костный мозг. Если костный мозг морской расы мог изменить человека, то способен ли на это костный мозг бога? Вот какая мысль мелькнула у него в голове. Чутянь ощутил, что ему нужно изучить этот вариант. «Я хочу взять немного, чтобы изучить», — набрал Чутянь немного воды и спросил босса Юя, «Как давно вы ей пользуетесь?» «Целых 24 года», — сказал босс Юй, после чего медленно снял маску. Лицо его было покрыто мягкой рыбьей чешуей и белесыми волосками, что придавало ему сходство с пугающим чудовищем. Побочные эффекты показали мне, что такое боль проклятия. Мэн Ин, Наньгун Юнь и остальные потрясенно вздохнули. Черт возьми, этот парень был самым настоящим чудовищем. Сглотнув, Чутянь сказал: «Уже слишком поздно. Я могу снять с тебя проклятие, но не могу вернуть тебе прежнее лицо. Я и этим доволен. С чего бы ему быть недовольным? Если так и будет продолжаться, он проживет не дольше года или даже полугода». Я изложил все детали. У нас с собой слишком мало материалов. Мы можем снять проклятие лишь с нескольких людей, а другим придется подождать, сказал Чутянь боссу Юю. Сначала вам нужно поплыть со мной в центральное государство, чтобы подписать соглашение. А потом я попытаюсь на основе этой воды создать лекарство. Вам нужно будет лишь принять его, и побочные эффекты уйдут. Чутянь осторожничал. Ему следовало снять с банды огромной акулы проклятие, сохранив их морское происхождение, потому что именно оно делало их бандой огромной акулы. Лишь в таком случае они могли помочь Чутяню. Обрела бы банда силу, не обладая наследием. Господин спас банду, стал благодетелем банды. Босса Юя переполняло волнение. Чутянь спас банду огромной акулы и вошел в их положение. О каком отказе может идти речь? Ничего не сказав, Чутянь достал разведенную кровь бога и снял проклятие с тел высокопоставленных членов банды. К 5 лидерам банды вернулась свобода, и к Чутяню они теперь относились с любезностью. На следующий день корабли продолжили путь. За 5 кораблями центрального государства следовали 4 больших корабля. В центральное государство кинулись 5 лидеров и ведущие члены банды, насчитывающие 3000 лучших бойцов. Элитные бойцы банды огромной акулы были очень сильными, почти все достигли уровня пробужденной души и были даже сильнее, чем обычные культиваторы пробужденной души. Они были не слабее штормовой кавалерии. Они были могущественной силой страны Южного Лета, по крайней мере, в воде с ними не мог сравниться никто. Именно поэтому банда огромной акулы была для Чутяня так важна. Для торгового чуда это сотрудничество было знаковым благодаря ресурсам и влиянию банды. Они могли быстро создать в стране Южного Лета флот. Пользуясь водными каналами, торговое чудо могло строить частные порты и фабрики. Банда огромной акулы была очень могущественной, обелив репутацию, они смогут сразу же стать крупной сектой, по крайней мере, в водах с ними не справится никто. Было бы неплохо, чтобы они охраняли водные маршруты торгового чуда, будучи для него важной структурой. Разве другие силы посмеют меня оскорблять? Они ведь уже не смогут воспользоваться кораблями. В центральное государство флот приплыл рано утром. Да здравствует. Стоя на палубе, Мэнин смотрела на далекое центральное государство. Подняв руку, она взволнованно закричала: «Мы наконец-то вернулись. Центральное государство и правда лучшее». Мэнин не сражалась на линии фронта, но все равно пережила катастрофу громового государства, которая оказала на нее неизгладимое влияние. В мире не было мира, они никогда не смогут прекратить катастрофы, так что им лучше становиться сильнее. Обладая мощью и влиянием, они смогут защитить себя и своих близких. Осознав важность силы и влияния, Мэнин поклялась стать сильнее и сделать сильнее торговое чудо. Глава 228. Соглашаясь на дуэль. К берегу приблизились корабли. Элите банды Кровавой Акулы, с которой еще не сняли проклятие, пришлось остаться в порту центрального города, попасть на сушу у них не было возможности. Чутянь повел 5 братьев Юй в город. Конечно же, когда армия центрального государства вернулась с триумфом, оно взбудоражилось. Хотя новости громового государства еще не дошли до центрального государства, солдаты быстро разнесли их по всему городу. Чутяня снова забросило в центр внимания, и его личность вышла на новый уровень.
В конце концов, Чутянь сделал то, что не удалось сделать 3 маркизам. Он смог спасти целое громовое государство, центральный город заметно изменился. На многих главных улицах теперь стояли уличные фонари, а в большинстве общественных мест теперь высились радиовышки. Гуляя по улицам и площадям, жители могли слушать красивую музыку. Все это насытило жизнь центрального государства. Эти изменения породило торговое чудо. Чутяня удивило, что у некоторых жителей центрального государства был странный черный предмет. Шириной в 1 фут, а длиной в 5, он весил больше 10 фунтов и воспроизводил трансляции торгового чуда. Это портативное радио. Должно быть, дело рук молодой госпожи, фонограф и радиоприемники, созданные Чутянем, были большими и громоздкими, для переноски они не подходили. Молодая госпожа лелеяла мысль улучшить их, поэтому лично перевела древнюю книгу о механических методах, которую Чутянь принес из башни испытания для Ту Сяо Юй. А потом вместе с Тун Сяо Юй сделали радио меньше. Их не было всего неделю, а они уже справились. Неплохая эффективность. Портативное радио составляло 1/8 от размера обычного радио. Сигнал и звук были слабее, однако лучшая мобильность делала его популярнее. Действительно, создание исследовательского центра было мудрым шагом. Чутянь отвечал лишь за изобретение базовых технологий. Что касается тестов и улучшения, то это он оставил исследовательскому центру. Это и правда центральный город. Он более оживленный, чем 20 лет назад. Босс Юй и его братья шагали по дорогам центрального города. Пейзаж вселял в них странное чувство, а сердце их обливались слезами. 20 лет, целых 20 лет, разве жизнь человека не состоит из нескольких двадцатилетий? Они впервые открыто шли по дорогам центрального города. Теперь, когда все закончилось, они наконец смогут начать новую жизнь. 5 стояли перед штаб-квартирой торгового чуда, которая напоминала небольшой замок, они снова были поражены богатством торгового чуда. Такой укрепленный штаб не мог принадлежать обычному человеку. Поприветствовать их вышла красивая девушка в белом. Молодая госпожа, молодая госпожа. Войдя в штаб-квартиру торгового чуда, Чутянь без стыда и терпения начал кричать. «Я потерял тебя на целых несколько дней. Похоже, ты потолстела». Мэн Цину сплюнула. «Я весь день занимаюсь компанией и исследовательским институтом. Как я могу потолстеть?» «Ты несешь ерунду». И правда. Чутянь притворно присмотрелся к молодой госпоже, несколько раз осмотрев ее бедра. «Ты правда потолстела?» «Ау». Ущипнув Чутяня, Мэн оттащила его и подскочила к молодой госпоже. «Старшая сестра, Ин скучала по тебе». Путешествие в громовой город прошло хорошо. Жители громового государства так страдают. Не знаю, что мы будем делать, если когда-нибудь столкнемся с такой же бедой. Глупышка, хватить каркать. Мэн Цин узнала, что ее младшая сестра сильно пострадала, однако ее мучило любопытство. Почему вы вернулись так быстро? А, не так уж это и важно. Разве я, Чутянь, не решаю все проблемы быстро? Неужели Мэн Цин не знала его? Можно было верить его словам? Но хорошо, что все закончилось, и волноваться больше не нужно. Мэн Цину хотела узнать как можно больше подробностей, но неожиданно заметила, что 5 человек одеты весьма странно. «Эти 5, ты говоришь о них?» Непринужденно спросил Чутянь. Они из деревни и не видели мир, однако они командуют множеством братьев, которые хотят есть. Торговое чудо и молодая госпожа будут их кормить, 5 братьев испытали неловкость. Что значит «из деревни»? Что это за женщина? Разве не Чутянь возглавляет торговое чудо? Почему он зовет ее молодой госпожой? Это на самом деле странно. Чего ты злишься? Чутянь показал на Мэн Цин рукой. Эта красавица, вице-президент и человек, отвечающий за торговое чудо, команда босса Юя оторопела и сложила ладони. «Приветствуем, вице-президент». Чутянь добавил, у молодой госпожи не только большая грудь, но и потрясающий ум. Работать с ней — верное решение. Если будешь так говорить, я правда разозлюсь. Покраснела Мэн Цин. Не слушайте его. Я, Мэн Цин, надеюсь, мы с вами поладим. Чутянь насмешливо улыбнулся. Босс Юй, ты скопировал культивационную технику? Пусть молодая госпожа посмотри, и ты поймешь, что я не лгал. Молодая госпожа, настоящий ученый, обрадовавшись, босс Юй посмотрел на второго старейшину Юя. Второй старейшина Юй положил на пол сумку из кожи акулы и, достав толстый свиток, с почтением протянул его Мэн Цину. «Вице-президент, мы просим вас взглянуть на него. Если сможете расшифровать содержимое, банда огромной акулы будет полна благодарности». Мэн Цину чувствовала, что это необычные люди. Раз их привел Чутянь, как они могут быть обычными? Сразу открыв свиток, она взглянула на него.
Она нахмурилась, голову пронзила легкая боль, и она вдруг поняла странные письмена свитка. Мэн Цин учитала вслух на языке морской расы. Ах! Она правда может его расшифровать. Вице-президент — настоящий гений. 5 братьев переполняло волнение. Она ведь вице-президент торгового чуда. Махнул рукой Чутянь. Оставьте техники здесь, мы вернем их, когда расшифруем. А сейчас можете идти. Наньгун, Ин, пусть осмотрят изобретение торгового чуда. Покажите им еще исследовательский центр секты Юнь и зал Цилинь, хорошо. Мэн, Ин и Наньгун Юнь увели братьев Юй. 5 братьев тоже хотели пройтись и лично увидеть, на что способно торговое чудо. В конце концов, они еще долго будут от него зависеть, так что если они поймут потенциал торгового чуда, они успокоятся. Мэн Цин сердито уставилась на него. Ты и сам можешь расшифровать эти техники. Но ты специально отдал их мне, чтобы они подумали, что я важна. Ха, молодая госпожа говорит слишком серьезно. Просто не люблю неприятности, сказал Чутянь, и его улыбка исчезла. Никаких проблем не было, так ведь? В центральном городе мирно, никаких признаков того, что 3 семьи что-то предпринимают, сказала Мэн Цин, нахмурив брови, но чем дальше, тем больше я волнуюсь. Шанс велик, но 3 семьи затаились, значит, у них уже есть план. Должно быть грандиозный. К тому же, до меня дошли некоторые подсказки, что такое. Элит 3 кланов отозвали обратно. Хоть это и было сделано втайне, я все равно узнала. Если они собирают силы, значит, буря близко. На этот раз они ничего не сделали, но когда сделают, грядет война и смерть. У 3 семей не было сил и терпения, чтобы испытывать торговое чудо. Они надеялись на последний шанс. Молодой госпоже было очень тяжело, слабо улыбнулся Чутянь. Они тайно собирают силы, но и мы становимся сильнее, темпы нашего роста намного превосходят их ожидания. Не говоря уже о том, что одних лишь этих 5 деревенщин достаточно, чтобы справиться со всеми 3 семьями. Лучше бы им не делать ход, но если они его сделают, мы одним махом их одолеем. Одним махом? Какие громкие слова, торговое чудо до сих пор развивалось. Они уже стали 5-й силой, а слава секты Юнь и Чутяня помогла бы им справиться с любой из 3 семей. Но если 3 семьи объединятся, у торгового чуда уже не будет уверенности в победе. Чутянь уплыл в громовое государство и, вернувшись, произносит такие громкие слова. 5 странных людей были непростыми людьми. Чутянь спросил, как дела торгового чуда? Мэн Цин узнала обо всех аспектах торгового чуда. Все шло очень и очень гладко. Торговое чудо заключило контракты с 23 фабриками разных семей и значительно повысило производственные возможности. Фабрика Южного неба постепенно переходила только на питательные батареи. Основной производственной базой компании стало центральное государство. Наша продукция переживает взрывной спрос. Построено уже 10 фабрик консервов, а сейчас мы массово закупаем мясо демонических зверей и ингредиенты. Еще мы откроем в городе 5 ресторанов. Мэн Цин явно была взволнована. Центральный город стремительно становится основной производственной базой торгового чуда. Недавно созданная секта Юнь продолжает исследования. Они даже создали технологию смены каналов. Мэн Цин тоже провела новые исследования. Например, улучшила радио и фонограф. Вложив большую сумму, Мэн Цин создала в секте Юнь отдел дизайна. Она наняла талантливых механиков и сделала их менеджером Тун Сяо Юй. Отдел дизайна сформировался не до конца, а создание небольших фонографов и радиоприемников завершилось уже через несколько дней. Мэн Цин хотела продолжить усовершенствование, пока эти вещи не станут единым продуктом. Она уже придумала название для нового продукта — магнитная записывающая машина. Она хотела создать портативное устройство вещания, радиовышки и фонографы были прекрасны, дизайн их был несложным. Внешнее покрытие, магнитная звуковая плата, аккумулятор и несколько источников энергии, которые их объединяли. Дизайн был таким простым, что совместить их было легко. Мэн Цин полагала, что случится это через несколько дней. Чутянь кивнул. Неплохо. Только одно дело не прошло гладко. Сказала Мэн Цин, нахмурившись. Мы купили не все материалы для святых таблеток. Что произошло? Должно быть, вмешались 3 семьи. У них больше каналов поставок, а на рынке мы покупать материалы не можем, поэтому сейчас мы можем лишь отложить создание святой таблетки на потом. Они действительно не хотят, чтобы я прорвался. В этот миг вбежала Юнья. Ты слышал новости? Чутянь смутился. Что такое? Серьезным лицом Юнья произнесла. Семья Чу знает, что ты вернулся в центральный город и бросает тебе официальный вызов. Что? Когда? Завтра в полдень. Глаза Мэн Цин вспыхнули яростью.
Неужели семья Чу вообще не беспокоится о своей репутации? С одной стороны, они сказали, что Чу Синхэ бросит вызов Чутяню, но они дадут ему время прорваться. С другой стороны, тайно вмешавшись, они не позволили Чутяню создать святую таблетку. Они забеспокоились, что Чу Синхэ выздоровел. Чутянь только что вернулся в центральный город, а маркиза Божественного Ветра еще нет. Поэтому они бросили Чутяню вызов. Чему быть, того не миновать. «Помогите мне отправить сообщение», — с серьезным видом произнес Чутянь. «Я, Чутянь, принимаю их вызов». Глава 229. Близится буря. Штаб-квартира семьи Чу. На главном дворе выстроились 800 мечников семьи Чу. Они были одеты в темно-красные кожаные доспехи и черные мантии с капюшонами. В левых руках они держали меча, а правую руку прижимали к коленям. Черные маски показывали лишь сияющие глаза. Эта команда равнялась отточенному мечу, перед безмольными мечниками стоял мужчина средних лет. Это был глава семьи Чу, Чу Шаньхэ. Глядя на мечников, выстроившихся во дворе, Чу Шаньхэ волнением вздыхал. Эти 800 человек были лучшими бойцами семьи, разбросанными по всем регионам, чтобы тайно защищать семейный бизнес. Всего за неделю их всех призвали обратно в штаб-квартиру семьи. Все эти годы семья Чу не решалась на такой серьезный шаг. Этот шаг был связан с процветанием семьи Чу. Вышел благородный старец, острый, как меч, за спиной у него висел меч, пахнущий кровью. Это был безудержный великий старейшина, Чуши. Все в сборе. Чу Шаньхэ сложил ладони. Мэн Цин у из торгового чуда не так уж и проста. Скрыть от нее наши планы было трудно, но все в сборе. Чуши даже не думал о Мэн Цину. Эта женщина умеет вести дела, но этим ее навыки ограничиваются. Чем сильнее Чутянь, тем сильнее она и торговое чудо. Если мы устраним Чутяня, беспокоиться о торговом чуде будет не нужно, и она уже не сможет нам угрожать. Вместе собрались 800 лучших воинов семьи Чу. Слегка вскинув брови, Чу Шаньхэ спросил: «Неужели мы действительно сразимся с торговым чудом?» Нынешнее торговое чудо не похоже на прежнее. Они не только быстро растут, к ним еще и город благосклонно относится. Поэтому нам нельзя медлить. Торговое чудо обретет влияние, с которым мы не сможем справиться, поэтому мы не должны допустить такого будущего. Мы проглотим торговое чудо, пока у нас есть шанс, и снова поднимем семью, иначе погибнем. Это битва насмерть, битва за процветание семьи Чу. Чу Шаньхэ помрачнел. Да. Лицо Чуши стало еще мрачнее. Сейчас наилучший момент. Во-первых, маркиз Божественного Ветра отчитывается перед имперским городом, так что одного сторонника Чутянь потерял. Во-вторых, судя по тайному отчету, который пришел ко мне из громового государства, в громовом городе Чутянь совершил подвиг, и ему за это полагается крупная награда, поэтому мы должны успеть до того, как новости разойдутся. Что? Совершил в громовом государстве подвиг? Несколько удивился Чу Шаньхэ и без колебаний добавил: вот как Чутяня наградит безмолвный правитель. Если мы выступим против него, разве не оскорбим безмольного правителя? Они могли оскорблять маркиза Божественного Ветра, но не безмольного правителя. 3 правителя были не из тех, кого их семья могла оскорблять. Чуши покачал головой, не стоит беспокоиться. Награду еще не дали, а я уже давно помогаю семье Дунфан. Я подкуплю нескольких членов семьи Дунфан, и в имперском городе они займут мою сторону. Более того, Чутянь умрет на поле боя от меча Синхэ, поэтому безмолвный правитель заметит талант Чу Синхэ. Безмолвный правитель не может остановить поражение Чутяня, но рискует потерять и Чу Синхэ, значит, исход все же зависит от Чу Синхэ. В этот миг прибыл посланник семьи Чу и сообщил: «Сообщаю главе семьи и удаленному великому старейшине». Торговое чудо дало официальный ответ: Чутянь запланировал сражение на завтра. Отлично, это было великолепно, они хорошо знали Чутяня. У него был талант и потенциал, однако он был очень высокомерен. Чутянь принял вызов, и это значительно облегчило ситуацию. 3 семьи объединились, чтобы лишить его ресурсов, поэтому даже если бы у Чутяня было достаточно денег, он бы не смог ничего купить, он бы не смог создать святую таблетку. Без святой таблетки он не мог достичь царства прославленной души так быстро. У Чутяня, чьи силы были в царстве пустой души, не было шансов на победу. Чуши произнес: «Сообщите Чу Синхэ и посмотрите, в каком он состоянии». «Не стоит, я уже знаю». Донесся голос с заднего двора. Из комнат во двор хлынула сила, подобная взрыву вулкана. Взлетев к небу, несколько сотен летающих мечей разрушили крышу и расцвели, как хвост павлина. Собравшись вместе, бесчисленные мечи образовали лотос. В центре лотоса появился юноша, производящий впечатление могущественного. Лотос окружил золотой дракон, и на семью Чу снизошла великая сила. Чу Синхэ,
От дикой радости семья Чу распахнула глаза. Чу Синхэ наконец-то прорвался. Чу Синхэ вернул прежние силы и стал даже опаснее. Членов семьи Чу переполняло волнение. Непревзойденный молодой мастер Небесного Меча вернулся. Чу Шаньхэ и Чу Ши были довольны. Чу Синхэ не только выздоровел, но и стал еще сильнее. Он достиг 5-го уровня пробужденной души. К тому же, его искусство меча имперского дракона достигло совершенства. Нынешний Чу Синхэ был в несколько раз сильнее Чу Синхэ, которого победили в башне испытания, никаких сомнений. Если Чу Синхэ применит все свои силы, он окажется не слабее Чу Шаньхэ, его отца. Чу Синхэ был достаточно силен, чтобы сражаться даже со старейшинами, достигшими царства истинной души. Потерпев поражение, он возродился в огне. Чу Синхэ стал еще сильнее. Чу Ши расхохотался. Чу Синхэ стал таким сильным, не за горами день, когда он получит титул маркиза. Сначала ты убьешь этого деревенщину Чутеня, а потом пройдешь по его трупу на более выгодную позицию. Чу Синхэ медленно приземлился. Чу Синхэ прекрасно понимал, на что способен Чутянь. Пусть даже он был чудовищно талантливым, он не мог пробраться за такое короткое время. Даже если бы Чу Синхэ не стал сильнее, он не проиграл бы Чутяню. Однако теперь он был куда более могущественным. Что уж говорить о центральном государстве, кто из талантов всех 8 государств мог сравниться с Чу Синхэ? Чу Синхэ не было и 30. Когда 8 маркизов Южного Лета были его возрасти, они были намного слабее, чем Чу Синхэ. Если бы Чу Синхэ родился в семье маркиза, он уже получил бы титул маркиза. Если бы Чу Синхэ родился в одной из 3 великих семей, он стал бы маркизом даже раньше 30. Нужно было лишь 2 года выслуживаться на поле боя. Семья Чу из центрального государства не обладала должным влиянием на страну Южного Лета, и ему было тяжело получить титул маркиза. Но для любимцев небес вроде Чу Синхэ титул был не за горами. Торговое чудо не знает про прорыв Синхэ, мы должны держать это в тайне. Сказал Чу Ши и добавил. Чтобы обеспечить нашу безопасность, я должен навестить 2 старых врагов. Чу Ши покинул семью Чу. Старыми врагами, которых упомянул Чу Ши, были удаленные великие старейшины семьи Е и семьи Ло. Они прибыли в центральный город 3 дня назад, однако новости скрывали, поэтому мало кто из жителей об этом знал. Не знали даже многие члены этих 2 семей. Чу Ши и 2 старейшины условились о тайном собрании. Удаленный великий старейшина семьи Е, он был худым старцем в черной маске, которая скрывала один глаз, в руке он держал длинный железный посох. Казался он обычным, даже слепым инвалидом, однако был наемником и легендарным правителем. Удаленный великий старейшина семьи Ло, великий духовный лев Ло Ваньсян, выглядел он, как и остальные члены семьи Ло. Ло Ваньсян был очень грузным человеком с пухлым лицом. Хоть он и был уже стар, но остался жестким. Волосы его не были седыми, а руки были длинными и сильными. Их покрывали черные волосы, казалось, что он может смять даже железо. Посмотрев на старых врагов, Чу Ши даже всплакнул. Никогда не думал, что настанет день, когда мы снова будем работать вместе. Е и хрипло произнес: в мире нет ничего вечного, все зависит от преимуществ. Мы объединяемся, когда видим выгоду, и не объединяемся, когда ее нет. Вот и все. Культивация в какой-то степени останавливала старение, и этим старцам уже было больше 80. Половину жизни они сражались ради выгоды и превратились в старых хитрых лисов. Глубину их сердец было не измерить. Ты совершенно прав. На этот раз 3 наших семьи выступают против семьи Юнь и торгового чуда. Пришло время нашего вознесения. Говорил Чу Ши, подбирая слово. Вы готовы? Ло Ваньсян уверенно сказал. Семья Ло собрала 500 лучших бойцов и 3000 офицеров правопорядка, чтобы устроить у торгового чуда засаду. Как только с арены придут вести, мы сразу же нападем на торговое чудо и вырвем их корни. Волчья кавалерия семьи Е разбила за пределами центрального города военный лагерь. Как только Сюну Цзи попытается спасти их, останавливать его будет семья Е, мягко произнес Ей, стукнув по полу железным посохом. 500 волчьих наемников устроят на семью Юнь засаду. Как только все начнется, мы сразу же атакуем семью Юнь, а Юнь Тяньхэ я убью собственными руками. Хорошо. Хлопнул по столу Чу Ши. Вокруг арены будет 800 мечников семьи Чу. Если что-то случится, сначала мы убьем Чутеня, а потом решим, что делать дальше. Значит, решено. А как же мэр? Не стоит волноваться. Мэр не будет вмешиваться, он будет исподтишка помогать нам. Когда избавимся от Чутеня, этот бельма на глазу, нас всех ждут хорошие результаты. Переглянувшись, 3 старца наконец достигли консенсуса. Когда поднялась буря, они пригнулись к земле, но выжили, а теперь пришло время ответного удара. 3 семьи терпели Чутеня несколько недель, однако теперь им представилась возможность.
Нужно было нанести молниеносный удар, чтобы не допустить появления силы, которой не следовало появляться, и расправиться со слепой семьей Юнь, вырвав их из центрального государства с корнем. Все решится завтра 3 удаленных старейшины и 3 семьи с многолетней историей. На центральное государство надвигалась кровавая буря, и когда все решится, выживший станет правителем. Глава 230. Последняя битва. Центральное государство вновь охватил ажиотаж. Новость о сражении Чу Синхэ и Чутяня мгновенно распространилась по центральному городу, словно буря. Уединившись, Чутянь погрузился в тренировки. Если он будет сражаться, будучи на пике 3-го уровня пробужденной души, у него не будет шансов на победу. Семья Чу понимала это, поэтому бесстыдно бросила вызов. Но Чутянь понимал все гораздо лучше. Он не мог допустить собственной смерти, поэтому должен был достичь хотя бы царства прославленной души. 3 семьи полагали, что помешают Чутяню прорваться, блокировав ресурсы, но они были слишком наивны. Они и подумать не могли, что в громовом государстве Чутянь случайно кое-что найдет. Когда Чутянь высвободил сильную духовную энергию, неопределенность исчезла. Когда высвободилась энергия адского огня, Чутянь легко прорвался на 4-й уровень пробужденной души. Чутянь чувствовал, как духовной энергии становится больше, а культивация выходит на новые высоты. Прорвавшись из начальной ступени пробужденной души в среднюю ступень пробужденной души, Чутянь стал экспертом царства прославленной души. Это не удовлетворило Чутяня, потому что семья Чу надеялась на это сражение, поэтому старалась изо всех сил. Раны Чу Синхэ зажили намного быстрее, чем ожидал Чутянь, значит, семья Чу применила невероятное лекарство. Возможно, Чу Синхэ достиг даже 5-го уровня пробужденной души. Обычные культиваторы 5-го уровня пробужденной души Чутяню в подметке не годились. Чутянь был уверен, что легко справиться даже с таким сильным человеком, как Шангуань Чжэньфэй, преемником маркиза. Но Чу Синхэ его превосходил. Чу Синхэ был лидером 4 молодых мастеров центрального государства, намного превосходящим других молодых мастеров. Он обладал высоким потенциалом и врожденным талантом, его убийственный прием глубоко впечатлил Чутяня. Возможно, отбить эту атаку не может даже эксперт 6-го уровня пробужденной души. Если Чу Синхэ достиг 5-го уровня пробужденной души, то Чутянь, находящийся на 4-м уровне, не был уверен в победе даже на 30%. Рисковать он не мог, и ему нужно было не меньше 50% уверенности. Как же ему повысить шансы на победу? Чутянь не был безрассудным. Раз уж он принял вызов, значит, он верил в победу. Храбрость была обусловлена 2 картами, которые он скрывал. Первый был его главный духовный источник. Чутянь использовал его с крайней осторожностью. Сила его до сих пор была ограничена, ее было трудно контролировать, к тому же духовный источник мог вызвать волнение. Будет скверно, если на него выйдут кое-какие влиятельные люди. Так что если он окажется на дороге, с которой не будет возврата, если он окажется в тупике, Чутянь все же рискнет. Второй картой были его техники. Возможно, Чу Синхэ обладал удивительным талантом. Но он не мог превзойти Чутяня. До перерождения Чутянь был экспертом. Опыт, знания и техники Чутяня не могли сравниться с мудростью людей этой эпохи. Из тыквы он вытащил прозрачные осколки. Это было сердце демона, принадлежавшее адскому огню. Осмотрев осколки, Чутянь медленно закрыл глаза. В разуме у него тут же появилась мощная культивационная техника — превращение демонического бога. Эту технику Чутянь культивировал в прошлой жизни, однако здесь условия были неподходящими. Основным материалом для этой техники было сердце демона, именно поэтому Чутянь отправился в громовое государство. Пока Чутянь культивировал за закрытыми дверями, до Мэн Цин дошли тревожные новости. Все говорило о том, что 3 семьи собираются пойти против торгового чуда. Для семей Чу, Ло и Е это сражение было последним шансом. Убийство Чутяня было для них лучшим сценарием, потому что в стране, уважающей боевые искусства, вроде страны Южного летосражения, были боями насмерть. Гибель на арене считалась добровольной смертью. Поэтому наказать семью Чу не мог даже маркиз Божественного Ветра или безмолвный правитель. Но Мэн Цину понимала, что 3 семьи не будут бить по одному месту. Их планы касались не только арены. Мэн Цину приняла решение: Юнь-Я, вернись в семью Юнь и будь со старейшиной Юнем. Пусть он соберет лучших бойцов и перевезет все ценное в другое место. Готовьтесь к бою, но завтра сражается Чутянь. Тебе не нужно завтра там быть, и Юнь-Я нахмурила брови. Все в порядке? Если 3 семьи примут меры, тяжесть удара испытает семья Юнь. Мэн Цину была очень решительной. Помни, вы должны подготовиться к кровавой буре и защитить себя. Юнь-Я была полна к ней уважения. Она достигла нынешних высот лишь благодаря Чутяню, но эффективная работа торгового чуда демонстрировала навыки Мэн Цину. Мэн Цину отдала и другие приказы. Напиши 2 письма. Одно отправь Цайды.
пусть она остается в безмятежной долине. Завтра ее не должно быть в центральном городе. Второй отправь генералу Сюн Уцзи, пусть он лично возьмет на себя командование военной базой, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией. Линь Му, Фан Хань и лучшие наемники подземелья пусть возвращаются в штаб-квартиру. Управляющая Чэнь Бин Юй, ты отвечаешь за оборону, никогда раньше старшая сестра не была такой серьезной. Мэн Ин поняла, как далеко все зашло, чем я могу помочь. Ин, сегодня ты уходишь в подземное убежище и не выходишь без моего разрешения. Поняла. Это никаких обсуждений. С нетерпением взглянула на нее Мэн Цину. Наньгун, я знаю, что ты достаточно сильная, поэтому я поручаю тебе охранять Ин. Разве Наньгун Юнь не справится? Мэн Цин хотел убедиться, что Мэн Ин останется на месте. Наньгун Юнь выглядела подавленной, однако не подчиниться Мэн Цин не могла. Она беспомощно согласилась. Мэн Цин занималась приготовлениями, приказывая разным семьям быть осторожнее и не вступать в бой. Даже если случится худшее, они будут к этому готовы. Следующий день. Жители не знали о надвигающейся буре, они знали лишь одно — сегодня в центральном государстве состоится беспрецедентное сражение, оба были гениями, рождающимися раз в век, но корону мог носить лишь один из них. Кто останется на пьедестале? Как они могли пропустить сражение? Арена центрального государства снова была забита до отказа. Масштаб сражения намного превосходил масштабы боя с Ло Сян Луном и Е Тян Ланом. Жители гадали, где же вещание торгового чуда? Программа оказалась интересной и захватывающей, так почему же сегодня ее нет? Мэн Цин устояла у арены. Слегка нахмурившись, она оглядывала толпу. Она ясно предупредила семьи, но некоторые не восприняли ее серьезно и пришли посмотреть на сражение. «Вице-президент может быть уверена, мы обеспечим безопасность президента», раздался в ушах Мэн Цин хриплый голос. Босс Юй был закутан с ног до головы. На лице была старая потрескавшаяся маска, в руке он держал длинный костяной посох. Длинные седые волосы спадали на грудь. В толпе его тощее сутулое тело было незаметным. Смогут ли 4 твоих братьев защитить Чутеня? Мэн Цину не сомневалась, что босс Юй силен, но беспокоилась о силе его братьев. Меня защищают 18 трупов Ин, закаленных кровью Бога, мне трудно навредить. Обо мне не стоит беспокоиться, вы должны защищать Чутеня, хриплым голосом босс Юй произнес. Не могу. Президент поручил мне отвечать за твою безопасность, легко вздохнув, Мэн Цин лишь кивнула. Она ничего не сказала, взгляд ее стал спокойным. Она напряженно смотрела на арену, сражение вот-вот начнется. На арене загудели медные колокола. Все разразились приветственными криками. Это было последнее сражение двух королей. Сражение не на жизнь, а на смерть началось. 2 старых врага столкнулись, неожиданно с неба, словно метеор, упал золотой меч и ударился о землю. Потом с неба медленно опустилась фигура, положившая руку на рукоять меча. Скрестив руки на груди, человек холодно уставился на противника. Юноше было примерно 25 лет, на голове у него была нефритовая корона. Он был одет в нефритово-голубой халат, на решительном лице виднелись хладнокровные глаза. Мантия развивалась на ветру, пыль смерчем кружилась вокруг него. Чу Син Хэ. Со всех сторон доносились приветствия. Хоть Чу Син Хэ и проиграл в башне испытания, его популярность могла сравниться лишь с популярностью Чутеня и его изобретений. Чутеня знали уже много лет. А Чутянь добрался до вершины лишь 2 месяца назад. Чутянь завоевал поддержку и восхищение граждан, но разрыв между его славой и славой Чу Син Хэ по-прежнему существовал. Чу Син Хэ никогда не проигрывал и побеждал более сильных культиваторов. Это был подлинный талант, самый настоящий бог. Чутянь, который был слабее Чу Син Хэ, бросил ему вызов. Сможет ли он сотворить еще одно чудо? На сцену медленно вышел юноша. На нем был красивый белый халат, на котором не было ни единого пятнышка грязи. Пронзительный взгляд ярких глаз придавал ему величественный вид. Его аура не уступала ауре Чу Син Хэ. Если Чу Син Хэ был острым золотым мечом, то Чутянь был отстраненным облаком. За спиной Чутеня виднелись меч и тыква. На плече сидел снежно-белый лисенок, который не обращал внимания на толпу, словно это было совсем неинтересно. Чутянь. Со всех сторон раздались неистовые приветствия. В основном, на стороне Чутеня была молодежь. Легендарное восхождение Чутеня превратило его в молодежного идола. Раздался громкий и отчетливый звон колокола.